Друзья, безусловно, каждый мужчина переживает состояние огромного стресса, когда, например, заходит на страничку к уже бывшей девушке, и вместо чего-то привычного, ожидаемого, он наблюдает совсем иную картину. Какой-то небывалый всплеск радости, бурных позитивных эмоций, хотя прошло-то буквально несколько дней, даже неделя не прошла. Женщина абсолютно счастливая, позирует в новом образе, с новой прической, а в руках у нее букет цветов. Ты видишь на фотографиях какие-то незнакомые новые места, новых людей, лайки и комплименты от других мужчин. А вверху странички закреплен статус о том, что наконец-то я свободна и могу дышать полной грудью. И вот в этот момент у тебя создается полное ощущение, что все, это конец. То есть совершенно очевидно, что она меня забыла и больше никогда не вспомнит. У нее наверняка сейчас завяжутся какие-то отношения или роман. Вон сколько мужчин ей пишут. И она больше никогда обо мне не вспомнит. Игнорь ее, не игнорь. Бесполезно. Друзья, а сейчас мы эту иллюзию, а это именно иллюзия, хочу подчеркнуть, быстренько развеем. Я буквально на пальцах объясню, почему тебе нужно не грустить, испытывать стресс или кричать «шеф, все пропало», а наоборот радоваться. Ну, радоваться в кавычках. Я имею в виду быть просто спокойным. Ведь бывшая обязательно прибежит сама. Я предлагаю сразу начать с аналогии, чтобы тебе было понятно. Возьмем, например, человека, который всю жизнь курил и решил резко бросить. Например, он влюбился в женщину, и она поставила ему условие, что мне нужен только не курящий. Страх потери делает свое дело, и он, конечно же, соглашается. Говорит, а что, легко. Ты для меня важнее, и я буду работать над собой. Да, даже спортом займусь. Проходит неделя, месяц. Вроде терпимо, нормально. Проходит 2 месяца. 3 пошел. Дальше происходит неожиданное, незапланированное, негативное событие, которое ломает весь этот сценарий. Он сильно ссорится с этой девушкой. Снова эмоции, и он думает, а ну его нафиг. Бежит в ближайший магазин за блоком и начинает смолить как не в себя. То есть, что произошло? Произошел мощнейший откат. А почему он произошел? А потому что решение отказаться от этой привычки, от этой серьезной зависимости было принято на эмоциях, под страхом потерять эту девушку, под воздействием дешевого дофамина от предвкушения отношений с ней. Вот то же самое и с бывшей девушкой, друзья. Я уверен, что каждый из вас, если сейчас вспомнит, мог наблюдать в момент расставания, какое у нее было гиперэмоциональное состояние на грани с неадекватностью. То есть ее буквально кидало из крайности в крайность. То значит, она говорит, что любит, никогда не забудет тебя и лезет в объятия, то ни с того ни с сего обвиняет в чем-то. Потом вдруг неожиданно начинает грустить и даже плакать. А когда ты пытаешься ее успокоить, она тебя отталкивает и говорит, чтобы ты оставил ее в покое. И это, конечно же, часто сбивает мужчин с толку. Но вот она же плачет. Значит, она сомневается. Значит, она не хочет уходить. Ну, разумеется, это иллюзия, и девушка все равно уходит. Но вот это ее состояние, оно объяснимо. То есть происходит некий биохимический процесс, происходит своего рода ломка организма из-за отсутствия того дофамина и тех гормонов удовольствия, которые она перестала от тебя получать. Если выразиться простыми словами, то девушка ощущает это как потерю желания, влечения, эмоций, влюбленности к тебе. Но после ухода женщины ломка у нее-то остается, она никуда не девается. И вот этот дефицит эмоций, его необходимо быстренько восполнить. Иначе мозг начнет думать и задавать неудобные вопросы. Начнет сомневаться. А вдруг я совершаю ошибку? А вдруг я потом пожалею об этом? Нет, мозг нужно чем-то задобрить, подкормить, принести дары. Нужен некий дополнительный экспресс-допинг. Нужна анестезия, которая перекроет разуму способность к размышлению и купирует весь этот негатив от самого расставания. А заодно избавит девушку от чувства вины. И что она делает? Она быстренько формирует у себя в голове картинку прекрасного будущего без тебя. Разумеется, счастливого будущего, радужного, где ты ошибка,
балласт, который тянул ее вниз и не давал развиваться. А без тебя насыщенная, полная событий и кайфа жизнь, перспективы, новые варианты. Конечно, тут же быстренько подключаются подружки, которые с удовольствием садятся ей на уши и ежедневно начинают накачивать женщину вот этим убеждением, что ты правильно поступила, ты молодец, умничка, теперь все будет у тебя сказочно и ванильно. Скоро ты обязательно найдешь себе этого принца на белом коне. Только присоединяйся в наши ряды, а мы тебя поддержим. Помимо подруг, девушка находит и других единомышленников в виде коучей, психологов различных, которые, разумеется, внушат ей, что ты уверенная в себе, самодостаточная женщина, которая не должна сомневаться в своем решении. Но только подруги, конечно же, умалчивают о том, что на самом-то деле они завидовали вашим отношениям, а сами по ночам плачут в подушку от одиночества. Ну и в знак солидарности, конечно, будут рады, что и ты тоже будешь, дорогая, несчастна, вместе с нами. А психологи, в свою очередь, не говорят, что с этой псевдоуверенностью, которая уже из ушей у женщины льется, что с ней дальше делать и как вообще строить отношения. То есть все вокруг бывшую девушку начинают убеждать в правильности ее решения, и она сама себе пытается также накрутить вот эти вот положительные ожидания от счастливого будущего. И как раз таки одним из самых доступных и понятных способов это сделать, это, конечно же, вот этот пресловутый спектакль в соцсетях, который ты видишь, заходя на ее страничку. Когда происходит несвойственный для нее избыточный эмоциональный поток фотографий счастливых, фотосессий, кричащих статусов о свободе, завлечения мужчин-поклонников и других активностей. Что надо понимать? Она это все делает для себя. Чтобы каждый день, заходя на свою страничку, видеть лайки, одобряющие комментарии, комплименты, свое счастливое лицо, чтобы подкреплять свой самообман. А давайте посмотрим на это поведение трезвым взглядом, со стороны. Друзья, я думаю, каждый из вас поймет, что это аномалия. Это аномалия. Для любого человека, который не находится в эмоциональной зависимости, совершенно очевидно, что женщина, которая все это проворачивает, испытывает невыносимое ощущение боли и сомнений. Просто она пытается все это заглушить, восполнить вот этот дефицит дофамина вот таким дешевым способом. Давай зададимся вопросом, простым вопросом. Человек, который действительно счастлив, по-настоящему, и у него все хорошо, будет ли он ежедневно кричать об этом, сообщать миру об этом? Нет. Зачем ему заниматься всей этой фигней? Он просто не думает про это, а тихо и мирно наслаждается жизнью, кайфует. Вот. Мне сразу вспомнились вот эти объявления в интернете, которые пестрят о том, как быстро разбогатеть. Или получите секретный рецепт, как заработать 1 000 000 рублей за всего 1 неделю. Я когда читаю подобное объявление, у меня сразу в голове возникает вопрос. А если ты действительно знаешь какой-то секрет, неужели ты будешь всем об этом рассказывать? Еще при этом платить за рекламу. Поэтому бывшая девушка занимается самовнушением. Я счастлива, я счастлива, я счастлива. А мозг такой, а ты точно счастлива? Что-то я как-то сомневаюсь. А она такая, ну точно, вот я фотки же выложила. Я улыбаюсь, смотри, какая я, как я сияю. Завтра вон с подружками в клуб идем. На пятницу у меня запланировано свидание. Там мужчина пригласил в ресторан. А через месяц мы уже купили билеты с подругами. Поедем в Турцию отдыхать. Я счастлива. Но самое интересное, друзья, начинается дальше. Дело в том, что невозможно длительное время тратить свою энергию на вот это занятие. Изнашивать свою дофаминовую систему от этой фейковой имитации радости и кайфа. Это невозможно. Организму нужен отдых, нужен тайм-аут. Иначе он просто не выдержит. А он 100% не выдерживает. Вот что надо понимать. И вот здесь происходит жесткий откат. Ну, как в примере с курильщиком. Почему? А потому что вот это счастье, в кавычках, оно было искусственным, ненастоящим, вымученным. Обманывать себя становится невозможно. И рано или поздно придется посмотреть правде в глаза. А правда такова, что прошло уже несколько месяцев, возможно, полгода, а по-настоящему счастливой девушка так и не стала.
Вся эта романтика, все эти свидания от галантных ухажеров вот с букетами и плюшевыми мишками, они неизбежно приедаются, обесцениваются в самый короткий период. Женщина быстро теряет интерес к этому. Ведь удобные и хорошие парни не способны вызвать у женщин, которые руководствуются исключительно эмоциями, эти самые эмоции, да, эти самые чувства. Почему? А потому что всегда доступны. А кто может? Ну, конечно же, недоступный мужчина, который даст качественный дофамин. Может ли женщина влюбиться в такого мужчину? Да, конечно, вероятность такая есть. Это сценарий после того, как она наиграется вот с этими галантными кавалерами. И ты можешь сказать, ну так вот она влюбится и значит все пропало, да? Не, я бы не спешил с выводами. Дело в том, что в этом сценарии для девушки огромнейшие риски. Ей могут тупо воспользоваться, поиграть с ней, получить все, что хотели и уйти в закат. И в 90% случаев так и происходит. Это первое. И второе, даже если теоретически что-то и завяжется, то, что с натяжкой можно назвать отношениями, это тоже конечно. И я объясню почему. Давайте будем честны. Большинство мужчин все-таки неосознанны и живут преимущественно инстинктами, да, руководствуются ими, плывут по течению. И если девушка находится в этом режиме любви, пребывает в этом состоянии влюбленности, она, естественно, сдувает с этого мужчины пылинки, все делает, заботится. И он рано или поздно также это обесценивает и стремительно теряет интерес. Он начнет плохо к женщине относиться, гнобить ее, пропадать, изменять. В общем, стандартный сценарий. Подобные отношения, как правило, завершаются в срок от 6 до 12 месяцев. Но что самое главное, что самое интересное здесь, вот в течение всего этого периода, вот этого спектакля, праздника самообмана, твоя значимость для бывшей девушки идет наверх. Ну, при условии, конечно, что мы правильно вошли в игнор, используем определенные действия для ускорения всех процессов. Но важно то, что твой вот этот негативный, навязчивый или слабый образ, он обнуляется, стирается из памяти девушки. Так работает наш мозг. Со временем мы помним только хорошее. И вот на выходе, когда женщина уже осознала, что осталась у разбитого корыта и обманывать себя дальше смысла нет, мы уже имеем вот эти позиции для честного восстановления отношений, при котором ты для бывшей девушки уже являешься в этот момент ценным, недоступным и желанным. А ты же, в свою очередь, можешь на нее смотреть уже трезвым взглядом. Ну, при условии, что не сидел и ждал, а занижал значимость, конечно же. У тебя появится способность трезво оценить целесообразность реанимации этих отношений. А давать ли второй шанс ей, если тебе это необходимо, по каким-либо причинам. Хотя, надо признать, что большинство мужчин, которые ко мне обращались, и мы проходили весь этот путь, когда бывшая девушка возвращается, они часто пишут, и мы вместе рассуждаем, а зачем вот мне сейчас эта девушка, которая настолько безрассудна и неосознанна, настолько непоследовательна в своих действиях, которая по щелчку пальца променяла меня, человека, который столько для нее сделал реальных вложений, на дешевый дофамин, быстрые фейковые эмоции. А будет ли у меня в дальнейшем уверенность в этом нашем будущем? Будет ли у меня уверенность, что она не предаст, не отвернется от меня в трудный момент, не променяет на кого-то другого? Я думаю, этот вопрос каждый должен задать себе сам. Нащупать в глубине, найти в глубине себя, в глубине своего разума правильный ответ. Потому что у каждого своя история и свои причины, о которых мы можем не знать. И вот когда ты найдешь этот ответ, не игнорируй его, а прислушайся к нему. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео. Напоминаю, что доступен курс понижения значимости «Как не думать о бывшей и начать жить». Все ссылки на экране, в комментариях и в описании. Жду от вас лайков и скоро увидимся.